Привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Полина, и я продолжаю челлендж «Рисуем котиков». Сегодня рисуем кота Степана, символ грустных вечеринок. Я буду рисовать акварелью от Невской палитры и двумя синтетическими кистями. Бумага у меня Canson плотностью 300 грамм. При рисовании я использовала два референса. На одном мне понравился ракурс кота, а другой я использовала, чтобы рассмотреть детали морды поподробнее. Рисунок начинаю с общих форм и постепенно их уточняю. Начинаю с головы, располагаю ее в центре листа. В этот раз бокал рисовать не буду, только морду кота. Когда наметила форму головы, стараюсь точно перенести угол наклона верхних точек ушей, посмотреть на линии щек и расположение носа. Рисовать я начинаю прямыми линиями, потому что они более точные. Важно внимательно отнестись к деталям и пропорциям. Несколько раз отмеряю и перепроверяю расстояние между глаз и от кончика носа до подбородка. В общем, использую все те же знания, что и при рисовании портрета. Отдельно я не изучала анатомию и строение головы кошки. Решила положиться на свой глазомер и опыт в рисовании. Возможно, опытные рисовальщики кошачьих голов увидят недочеты в моем рисунке. Чтобы портрет получился похож на кота Степана, внимательно подойдите к рисунку. Тут рисунок самое главное, как и в любом портрете. Если вы рисуете на горизонтальной поверхности, не забывайте смотреть на свой рисунок издалека и иногда отвлекаться на окружающий мир, чтобы глаз не замыливался. Рисовать акварелью я буду послойно. Важно не торопиться и дать каждому предыдущему слою высохнуть. Чтобы многослойность в акварели получилась, рисуйте легкими движениями, лишний раз старайтесь не травмировать бумагу и нижние слои акварели. Перед тем, как рисовать акварелью, я снимаю лишний грифель карандаша с бумаги с помощью мягкой стерки, которая называется клячка. Первый этап в акварели начинаем с того, что намочим рисунок кота, но только строго по контуру, чистой водой. Это для того, чтобы переходы между цветом получились плавные и легкие. Но про это я вспомнила, когда уже сделала заливку уха. Заполняю кота холодным оттенком, двигаюсь сверху вниз. На мордочке мне показалось, что шерсть более теплая, поэтому прошлась местами теплым коричневым. Важно внимательно следить, чтобы внутри карандашного контура бумага всегда оставалась влажной. И заливать кота акварелью лучше очень быстро. Оставляем первый слой до полного высыхания. Аккуратно проверяем рукой, что котик высох, и приступаем ко второму слою. Повторяем действие с намачиванием кота по контуру чистой водой. И теперь добавляем более темные участки и постепенно начинаем создавать объем. Прошлась по явным темным местам. Это дальнее ухо, под глазами, и это те места, где в дальнейшем будут у нас полосочки. Доделала второй слой и опять оставляю его высыхать.
проверяю, высох ли слой, и почему-то сразу решила перейти к темным участкам глаз. Наверное, сделала это для выразительности. На третий слой я смачиваю бумагу уже не везде, а локально. И постепенно затемняю и уточняю части головы. Пробую работать с объемами и в точности повторить темные и светлые участки на морде. Объем – это работа светлых и темных пятен. Так как у нас есть референс, это упрощает процесс понимания формы и света и тени. Не забываю сравнивать и анализировать форму и цвет, так же, как и при рисовании карандашом. Пробую точно повторить полосочки над глазами и на щеках. Оставляем слой высыхать и наконец-то переходим к финальному этапу. Беру другую кисть с острым кончиком и начинаю прорисовывать тонкие полосочки шерсти. Тут важно внимательно рассмотреть референс и сконцентрироваться на направлениях, в котором растет шерсть. Первым слоем я проложила еле заметные штрихи шерсти, а вот на второй и третий слой интенсивность тона краски может усиливаться. Штрихи я рисую по сухой бумаге. Но если она все еще у вас не высохла, то стоит этого подождать. Потому что иначе все детали расползутся в единое пятно. Так, не спеша и аккуратно рисуем каждую область. Напоминаю, что прежде чем рисовать штрихи, внимательно посмотрите, в каком направлении лежит шерсть. Но это еще не все советы. Помимо направления нужно еще и подбирать оттенок краски для рисования. Лучше, если он будет изменяться в зависимости от области, над которой вы сейчас работаете. Этот этап может затянуться надолго. У меня не эталон прорисовки деталей, можно рисовать их еще лучше и еще более детально и тщательно. Но я решила остановиться на таком результате. И спустя всего лишь пару часов у нас получился вот такой кот Степан. Мне кажется, что вышло очень похоже. Ну и, как всегда, рисуйте в удовольствие, наслаждайтесь процессом и до скорых встреч!